как через мудрость завоевать свой мир. Откройте, пожалуйста, Притчи, 8 глава. Помните, мы говорили, цари царствуют мудростью. Мудростью начальники начальствуют, и мудростью повелители узаконяют правду. Только мудростью вы можете господствовать и царствовать в этом мире. Нету царствования без мудрости. Нету господствования, нету занятия должности и положения без мудрости. Нету исполнения цели и предназначения без мудрости. Мудростью мы царствуем в этом мире. Мудростью мы торжествуем. Мудростью мы побеждаем эту землю, этот мир. И только через мудрость, друзья, мы будем летать, как крыльями. Мудрость наша, мудрость Божья, которая будет действовать через церковь, отличит нас от всех прочих. Мудрость украсит нас, друзья. Мудрость Божья станет нашим украшением. И таким же образом, как украшение привлекательно дамам, женщинам, когда они украшены. Как мудрость привлекает вас к оружию, красоте. Таким же образом, как красота, вернее, привлекает вас к хорошим людям. Красивая, украшенная женщина. Мужчина не украшен. Таким же образом, мудрость будет той красотой, которая будет не только на нас, но она будет привлекать людей к нам. Не важно, какой вид у вас, большим носом, как у меня, или черной кожей, люди будут видеть у вас что-то оригинальное, что в этом человеке кое-что другое. Не будут влюбляться в вас без причин. Почему? Потому что Божья мудрость будет звучать в вас. Это не потому, что вы такой, или низкий, или высокий. Нет. Мудрость Божья – это красота церкви последнего времени. Вот почему мы должны тратить все, чтобы приобрести эту мудрость. Вот почему написано, приобрести мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Если даже нужно продать что-то, чтобы приобрести разум, написано, что стоит, потому что мудростью устрояется всякий дом. Все, что строится в этом мире, любой успешный бизнес, который устоит и выдержит испытание времени, она может быть построена только мудростью. Если вы построите любой бизнес, любую семью, любую жизнь на человеческие амбиции или человеческих энтузиазме, я вам уверяю, что разльется вода, что потоп побьет такой дом, и что землетрясение пойдет, и в конце концов такой бизнес разрушится, в конце концов такая семья рассокрушится, в конце концов такая жизнь развалится. Поэтому только мудрость устрояет. Поэтому написано в Притчи, 24 глава, 34 стих, что если дом будет прочный, дом, который прочный, дом, который переживает испытание времени, дом, который не только красиво, но и прочное, дом, который выдерживает любое землетрясение, потоп, разлива воды, дом, который будет красиво и привлекательно, может быть построен только мудростью. Мудростью устрояется дом. Мудрость, которой мы можем победить наш мир. Мудростью, которой мы можем царствовать. Мудростью, которой мы можем использовать, чтобы построить дом своей жизни собственной. Дом своей семьи. Дом своего призвания. Дом своего положения в обществе. Так прочно, что никакой ад не сможет остановить нас. Так прочно, что никакой власть или что-нибудь не сможет, потому что написано, ибо эти люди задумали его. Они задумали то, что они задумали, и то, что они начали делать. Ничто не остановит их. Никто не остановит их. Если вы задумали мудростью, если вы видите, потому что мудрость видит. Мудрость видит. Екклесиаст, 2 глава, 14 стих. У мудрого глаза у него в голове его. Мудрый глаза мудрого в голове его. Что это значит? Он видит то, что он хочет делать. Он видит перспективы, как ему построить это служение. Он видит, прежде чем он создать семью. Он видит
какое он уже исследовал, оружие сделал. Он уже советовался, он уже приобрел знания. Он видит, какая должна быть семья. Он видит, какая будет его семья. Он четко представляет себе. Он построил цену, приобрел знания. Он заплатил цену. Он знает, какой у него будет фирма. Он знает, какой рост у него будет. Он знает, какое будет будущее, потому что мудрость видит. Глаза мудрого в голове его. Глаза его не в глаза его, не физически. Голове. Глаза его в голове его. Он видит разумом. Разумением видит. Но кроме этого, друзья, хочу также вам сказать, что без мудрости нету построения ничего. Даже Бог не мог ничего делать без мудрости. Даже Бог не мог ничего делать без мудрости. Так что она абсолютно необходимая. Написано, что она ценна, намного драгоценна, чем все желаемое у тебя. Что вы желаете в сердце? Какое ваше желание в жизни? Вы хотите обогатиться, да? Иметь то, иметь другое семью. Написано, мудрость дороже, драгоценнее все желаемое у тебя. Все желаемое. Оно дороже всего желаемого. Притчи, 8 глава, 22 стиха по 31 стихи. По 31 стих. Господь, это мудрость говорит, Господь имел меня на шалом пути своего. Господь имел меня, мудрость, на шале пути его. О чем это говорит нам, друзья? Это значит, что в начале всякого пути, в начале всякого предприятия, в начале всякого предприимства, в начале всякой семьи, в начале всякого бизнеса, в начале всякого проекта должна быть что? Мудрость. Даже Бог не мог обходиться без мудрости. Мудрость говорит, что у Бога, даже Бог, имел ее в начале его пути. Господь имел меня в начале пути своего. Прежде создания своих исконий. Прежде чем Бог что-то создал, Бог имел мудрость. Он искал мудрость, он советовался с мудростью. Что это обозначает практически? Бытие говорит нам процесс Божьего создания. Вначале Бог сотворил небо и землю. И потом описывается нам, что это небо и земля, деревья, земля, море и так далее. Бог создал все. Но это место Писания притчи открывает нам тайну Бога. Почему Бог мог создать все? Потому что у него была мудрость. Человек мудрости под силам все. Вообще-то. Что это значит, что Господь посоветовался с мудростью, прежде чем он мог создать? Очень просто, потому что мудрость видит. Бог приобрел знание в том направлении, чего он хотел иметь. Что он хотел делать. Он мудростью рисовал, чертил. Мудростью он увидел и создал. Это сначала мудростью видением. Мудрость имеет два крылья. Два крылья мудрости. Это видеть то, что Бог видит. Вторая крылья мудрости — это исполнять то, что вы видите у Бога, что Бог делает. Так что мудрость — это видение, способность видеть невидимое. И вторая крылья мудрости — делать, привести в исполнение видимое, то, что ты видишь, невидимое. Работай. Так что даже сам Бог, прежде чем создал весь мир, имел мудрость. Он видел и исполнил второй часть этого. Он делал, он творил. 23 стих. От века я помазана. Мудрость от века помазана. От начала, прежде бытия земли, она была помазана. Мудрость, потому что она была в начале, поэтому она и есть основа и начало всего. 24 стих. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водой. Я родилась прежде, нежели в окружении были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальник пеленок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лесу бездны, я была там. Что это значит? Это значит, что на каждый шаг, каждое серьезное решение своей жизни, мы всегда должны иметь мудрость. Советоваться с мудростью. Допустим, хочу поступить в институт. Откуда мне знать, какой институт поступить? Я должен посоветоваться с Богом через познание слова
И книги, которые об этом говорят, какой у меня сначала дар внутри, какое мое призвание, какое мое влечение, какой мой дар от Бога. Когда я буду знать заложено Богом во мне дар, допустим, что у меня привязанность или увлечение больным, чтобы исцелять. Когда я знаю, что, наверное, Бог мне призывает быть врачом. И я не поступал в архитектурный институт. Я уже понял мое призвание у Бога, поэтому я поступаю в вуз только соответственно того заложено в меня таланта или дара. Чтобы потом институт просто уже мне помогает развить. Это уже заложенный дар. Так что я не просто поступал в институт, потому что надо поступить в институт, или потому что мама сказала, или потому что папа сказал. Нет, мы поступаем в учебу, мы идем за учебу только в направлении того, что мы знаем, что уже в нас заложено. Потому что мы знаем, что это потом поможет нам развить это Божье и раскрыть крылья. Это называется как раз мудрость. Мудрость — это то, что подсказывает мне, как путем того, что я приобретаю знания и ищу совета. Допустим, я закончил университет или институт, мне надо выйти замуж или жениться. Как мне знать? Видите, что Бог имел мудрость во всех пунктах того, что Он делает. Все, если вы будете иметь мудрость и советоваться с Богом и приобретать Его мудрость во всех пунктах вашей жизни, жизнь для вас будет как рай. Для меня сейчас жизнь как рай. Потому что я закончил университет, я 8 лет ждал свою жену. Потому что когда я в университете был, мне было 19 лет, я думал, жена, надо же жениться, надо же девушка какую-то женщину, жену иметь. И я молюсь Богу, Господь дай мне жену. И, конечно, я вижу своих одноклассников, 17 лет, 18 лет, не 19, им 17, 18 лет, 20 лет, 19 лет. Если бы по плоскому мыслить, я бы просто, этот красивый, это мне нравится, я бы женился. Но я уже был верующим. Поэтому я знаю, что только когда Бог скажет, только когда я увижу волю Божью, я должен получить Божий совет, мудрость. Что такое мудрость? Мудрость — это быть способным иметь такое знание, как Бог знает. Видеть то, что Бог знает, Божьей точки зрения. А это совершенная всегда точки зрения. Представляете, что вы видите какую-то ситуацию и обстоятельства, то знание, которое у Бога есть об этой ситуации, это совершенно, Он знает правильно всегда, что это знание приходит к вам. То же самое в отношении жены. Я не знал, кто. Догадывался, и все. Но тут Бог-то знает, Он с неба сидит, и Он знает. Потому что мы во Христе Иисусе, мы общаемся с Ним. И ждем инструкцию от Него, или сигнал от Него. Чтобы Он показал нам, что Он видит. Это называется мудрость. Видеть то, как Бог видит, то, что Бог видит. Знание Бога приходит к тебе. Поэтому не бывает мудрость без знания. Но знание позволяет нам видеть то, как Бог видит. Так? Совершенный план, потому что Он всегда видит все по совершенству. Оказывается, что в это время, да мне было 19 лет, и когда я вижу своих одноклассников, я думаю, по-человечески. Но я ждал, потому что я был верующим. Оказывается, что в это время не зря Бог мне не отвечал. 1 год, 2 год молился, 3 год молился, 4 год, 5 год, 6 год молился. Ничего не получается. Бог ничего не говорит. А я говорю, пока ты не скажешь, пока ты не покажешь, не буду жениться, значит. 8 лет, пускай будет 8 лет. Оказывается, что Бог мучит, Бог делает мне не зло, а добро, оказывается, делает. Потому что потом, когда 8 лет прошло, и я уже познакомился со своей женой, оказывается, что в то время, когда я ждал жену, Бог-то видел, кто будет женой. Моей жене было 13 лет. Представляете себе? Почему Бог и не мог мне ничего говорить? Представьте себе, что я стал нетерпеливым, а потом трагедия по жизни. Вот что Бог делал. Он знал все. Он имеет совершенное знание обстоятельства. Поэтому, когда ты просишь Него, лучше дать мудрость от Него. Чтобы мудрость видит то, что Он видит. Поэтому даже сам Бог при сотворении всего мира советовался с мудростью, чтобы видеть совершенно, а потом только принимать решение. Если вы будете строить свою жизнь по мудрости, жизнь покажется, что у вас вообще в этой жизни уже не существует проблем. Мы женились с женой, мы молились, и вдруг, я знаю, мы не будем рожать детей первые 3 года. Будем только жить, наслаждаться юностью своей. Но мы это знали по мудрости Божьей. И мы просто жили,
И теперь, когда дети появились, мы уже успели хорошо знать друг друга. Очень хорошо. Дети не отвлекают нас вообще. Поэтому у нас нет споров, у нас нет проблем, нет одного конфликта за 6 лет жизни. Почему? Потому что мы строим по знанию Бога. Мы уже знаем до того, как даже женились, сколько детей у нас будет. Потому что когда знание есть, когда мудрость Божья, когда вы с мудростью советуете и строите свою жизнь, это как по маслу все. Если вы будете советоваться и жить Духом Божьим и строить ваш бизнес с мудростью, вы будете в шоке от того, о чем люди жалуются. Почему люди так жалуются? Что тяжело, здесь обманщики все. У вас будет как будто этого даже не существует. Я знаю одного бизнесмена, который, когда он покаялся, он миллионер. Вы знаете, кто он? Режиссер, парикмах. Но у него много и по всей Америке. Он говорит, как я стал миллионером? Работал 20 лет, ничего не получил, только сидел там, зарплату получал. А потом стал верующим. И понял, что это же мое, это мой дар, это мой самый. Я начал твое дело. И я видел, что в миру меня очень много обманывали. И я начал брать свою жену с собой. Потому что она почему-то больше слушает Духа Святого. Беру ее с собой, и она помогает мне знать, какой контракт заключить, какой не заключить. Но какую сделку идти, какой не сделку идти. Мы молимся вместе. Иногда я тоже знаю, но мы работали. То есть они искали мудрость. И с этого парикмака, который только в салоне работал и получал какие-то доллары, стал бизнесменом и финансирует Евангелие. И он говорит, что за все 20 лет, как я уже зарабатываю, как мы стали верующие, ни одна сделка не была обманута. Потому что Бог всегда открывал. 20 лет хождения с Богом. Потому что если вы будете советоваться мудростью, Притчи 8:22. Господь имел меня началом пути своего. Прежде создания твои. Если прежде свои создания, вы будете иметь мудрость, вы вообще будете думать, что вообще трудности уже не существует в мире. В начале своего бизнеса, в отношении с людьми, Бог будет проводить, мудрость будет проводить вас. От века я помазана, от начала прежде бытия земли я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели... Почему прежде? Это значит, что до того, как они начали, Бог советовался с ней. Бог имел мудрость, видел мудрость, советовался с мудростью, приобрел знание, приобрел разумение, а потом делал это. Поэтому у него всегда совершенство получилось все. Поэтому у него всегда точность все получалось. Потому что 24 стих. Я родилась, когда еще не существовали бездны. То есть Бог только уже делает бездны, приобщается к себе мудрость. Мудрость дает ему картины, как это делать. Знание пополняет это, а потом он точно знает, как это точно делать. Когда еще не было источников обильных водой, по 25. Я родилась, прежде нежели вооружены были горы, прежде холмов. Когда Бог хотел создать холмов, он уже знал, что он хотел, но он не спешил. Он приобрел мудрость, видел, как это должно быть, а потом приступил к делу. Поэтому все холмы всегда так и получилось, как они должны были получаться. И когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальник пеленок вселенной, когда он уготовлял небеса, я была там. Еще не делал, просто придумал, уготовлял мудрость уже там, чтобы показать, насколько это должно быть. Знание. Когда утверждал верхи облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день. Мудрость – это художница жизни, всяких проектов. Мудрость – это художница всякого предприятия. Что значит художница? Это тот, кто рисует. Всякий дом строится дважды. Сначала строится мудростью, архитектурно как бы, разумом. Ты закрыл глаза, но умозрительно можно это построить. Какой бизнес вы хотите делать? Какое дело вы хотите? Изучите все эти темы, пока вы не сможете представить себя, рисовать мудростью, нарисовать его. Мудрость – это художница. Реализуйте начало этого бизнеса, регистрацию этого бизнеса, цели и задачи, устав этого бизнеса, финансирование этого бизнеса. Решайте все вопросы. Видите, это умственно. Мудростью. Мудрость – это художница. Все пути, как это делать, они у Бога написаны. Бог знает,
какие ходы, у кого вам помощь, кто вам поможет, где там есть. Бог все это уже знает. Но когда вы молитесь Богу, Он открывает вам. И когда вы учите, вы исследуете Писание, не только Писание, но конкретно, тематически. Если в медицине, значит медицинскую литературу, если это архитектура, значит архитектурную. Когда вы изучаете, пока вы будете учиться, Бог будет проводить вас к правильным книгам, правильным источникам, где уже заложено то, что вам надо. И вы эти информации накопляете, и они реализуются перед вами. Как картина, мудрость рисует. Мудрость — это удачница каждого проекта. Поэтому пока оно не будет нарисовано у вас, не бегите что-то делать. Учитесь пока. Вы не увидите четко, что вы хотели. Тогда успех только будет гарантирован. Когда вы позволяете мудрости быть удачницей вашего проекта, вашей цели в жизни, вашего идея, тогда будет у вас радость всякий день. Что вы подумаете, что нет проблем вообще в этом мире. Мудрость так все проводит, что радость всякий день, каждый день будет у вас счастливый день. Потому что Бог будет открывать, вы живете с Богом. Вы будете знать, какие проблемы могут быть. Бог предупреждает вас, вы будете молиться об этом. Это о том роль молитвы. И роль, и важность молитвы на языках в исполнении своего призвания. Как вы можете промаливать свою судьбу, просто молясь на иных языках. Вы же не знаете, кому Бог призывает вас быть. Вы же не знаете, как оно будет точно. Вы идеи имеете, какое-то представление. Но молитва на иных языках вы можете высвободить это, нарисовать это мудростью, а потом разумением вы это понимаете. Как с помощью Духа Святого высвободить свою судьбу.